Такие ролики нельзя смотреть. Вот в этом моменте ответы на все вопросы. Вижу, сейчас пена пойдет изо рта у всех. Куда кто? Меня прорвет. Это как это? Что? Сильно. Потому что когда уже... Правда! Живите по правде! Ну, наконец-то легендарное возвращение главного крыла на YouTube, а это значит, нас ждет только самый потужный, самый качественный, самый лучший контент. Возвращение фан-стримов каждое воскресенье в 20:00 по МСК, возвращение нарезок и всеми любимые игровых прохождений. Но чтобы не профуфунить все это добро, рекомендую подписаться на наш телеграм-канал Hard Inside. Ведь там каждый день публикуются оповещения о всех стримах, роликах и, что очень важно, именно там происходит оповещение о наступающих розыгрышах. Поэтому, если хочешь быть в курсе всех событий, то переходи в ТГ по QR-коду, ссылочка в описании или собственными ручками введи Hard Inside, тогда точно ничего не пропустишь. Здравствуйте, дорогие ребята, всем привет! Момент истины. Момент сейчас пойдет! Сидим тут на фан-стриме, который, кстати, проходит каждое воскресенье в 20:00 на канале Hardplay. Просто совершенно случайно так решил напомнить. Да, как и то, что я вернулся, да, и стримы теперь день через день на ютубе, так же, как и день через день на ВК смотрим фильмы, да, на ютубе игры, вот всякие вот интересные видосики, а вот на ВК, ну там вообще, да, песня. Так что заходи, все ссылки есть в описании. Как и Бусти, там, короче, все внизу найдешь. Спасибо за подписку, кстати, на Бусти, за поддержку канала. Как и за свой королевский лайк и подписку. Решил почему-то об этом громко сказать, не знаю зачем. Вторая часть. Что же случилось на новом перевале Дятлова? Он же экспедиция другая, крайне похожая, с похожей немного историей. В общем, давайте смотреть. Кто не смотрел первую серию, обязательно ссылочку на Димона оставил внизу в описании, так же, как и оставил ссылку на первую серию нашей реакции на все вот это вот, потому что там кое-что мы подрежем, но те, кто были на стриме... Немножечко, да, чуть больше информации услышали. В общем, давайте смотреть, пока нас всех не это, да. Я была выжить цель и приехать к маме. Ой, как хочется ее послушать. Ой, как хочу послушать. Ну, это мама, это отдельная тема. Как будто мама меня домой вела. До сих пор ангел-хранитель мой. Не знаю почему. Главное было, маме надо вернуться. 4 августа 1993 Конфетка. года. Иркутская область, хребет Хамар, Дабан. Группа из 7 туристов под руководством Я чат вообще не читаю, я вас знать не знаю, я вас всех сдам. Я не понимаю, о чем вы говорите вообще просто полностью. Я какие, что? Я обычный стример, я просто люблю верить во все то, что вот мне показывают, я полностью сразу соглашаюсь. опытного инструктора Людмилы Коровиной встает на ночевку на перевале горы Тритранс. Утром группа внезапно начинает срочный спуск с горы в сторону леса. И тут... Ребята, быстрее! Надевай куртки, скорее! Все спускаемся! Саша! начинается настоящее безумие. Кто-то падает и умирает за считанные секунды. Кто-то начинает кусать других туристов, а кто-то бьется головой о камни. Итог. Кстати, ребят, бытует мнение, то, что вообще все видеоролики смотрят, ну, то есть искусственный интеллект. И онлайн не настоящий, потому что, ну, почти 5000 онлайна. Вот, и, ну, не настоящее это все, и вы просматриваете ролики, это все ИИ. Кстати, кто ИИ, обязательно лайк поставьте на этот видеоролик или на стрим, и подпишитесь на канал, давайте соберем базу ИИ. Да, вообще надо канал переименовать с Hardplay на какой-нибудь Hard ИИ. Да, это гениально. Так надо и сделать, да. 6 человек найдены мертвыми. Выжила только одна девушка, которая своими глазами видела весь этот необъяснимый ужас. Трагедию группы Коровиной из-за большого количества вопросов и версий произошедшего в народе назвали «Новый перевал Дятлова». Филипенко. Как переводится Хамар Дабан? 100% есть какой-то перевод. Филипенко. Бапанов. Швачка.
Залесов, Крысин, Коровин. Когда умру, а я как все умру, не плачьте ради Бога, не рыдайте. Сырой землей могилу закидайте и волю дайте яркому костру. Звезда надежды. Чесовская. В предыдущей серии этого проекта мы уже рассмотрели основные версии произошедшего и даже отмели часть из них. Спасибо, чат. Поговорили Ореховый с перевод. дочерью Людмилы Коровиной и встретились со спасателями, которые искали погибших туристов. Но самое главное, мы стали первой съемочной группой за 30 лет, которая добралась до места трагедии, чтобы лично увидеть перевал Коровиной. Я искренне считаю, что это точно поможет нашему расследованию, которое было бы неполноценным без последнего и самого важного интервью, так как мы хотим услышать из первых уст, что же там творилось в эту страшную ночь. Валентина, я хочу вам сказать огромное. Вопросов не имею. Валентина, я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы все-таки решились помочь нашему расследованию. Мне передали, что достаточно продолжительный период времени о данной трагедии вы никому не рассказывали. Да. Пока это не получило огласки в СМИ. Я прекрасно понимаю, что вам будет крайне тяжело вспоминать ту страшную ночь. Но каждая деталь, которую вы вспомните, может пролить свет на то, что же там случилось на самом деле. Давайте начнем с самого начала. Как вы вообще занялись туризмом? В 92 году я поступила в техникум. Помимо основной профессии, вторая моя дополнительная профессия шла инструктор школьного туризма с правом вождения группы до 3 категории. В 92-93 годах было очень развит туризм. Люди собирались компаниями, люди знакомились в клубах и ходили в походы. И у нас в педучилище этот клуб очень хорошо был развит. Мы были в горах, мы видели поля тюльпанов, которые очень красиво смотрятся. Эти горные реки, перевалы с большими камнями. И поэтому, когда мы собирались в поход, это надо было видеть всю команду, потому что все были заинтересованы посмотреть что-то новое, интересное узнать. И это совсем другая жизнь туристическая. Это общение, это чувство локтя. Это взаимовыручка. Это очень интересно в плане своего общего развития. Чат, я вас не читаю. По какому листочку, я не понимаю, о чем речь. И мы... Все, что в интернете, только правда, запомните. Даже. Вот этого в Казахстане Сразу у во нас всё нет верю. ни горных рек в Северном Казахстане, как той красоты природы, которую мы видели в походах. В самих походах вам было страшно? Нет. Память Нет. хорошая. Мне никогда не было страшно в походах. Хотя у нас это родители все смеялись, лишь бы турисенка не привезла в рюкзаке. Так шутили. Давайте так, если рассматривать тот самый последний поход, как вы в нем оказались? Вы, получается, сами вызвались? Мы постоянно собирались в этом клубе. И вот Наталья Ивановна приняла решение, что давайте сходим на Хамардабан. Кто желает, кто хочет. Ну, большая часть по всяким видимым причинам отказалась. Ну, а я согласилась. Каким видимым причинам отказалась? Обычный туристический маршрут. Присуждена определенная категория. Сложность, прекрасные виды. В Бельгии, Лех, ты просто загнался и перестал пытаться объяснить все. Там нет ничего страшного. А вот в Кронштадте почему-то все пропустили цветной силуэт. Я не знаю, кто ты вообще, о чем ты говоришь, в каком где Кронштадте, какой цветной у тебя силуэт. И про канал «Они» я тоже не знаю, понятия не имею, какие силуэты у тебя где, кто там снимал. Там зачем-то мое красивое лицо туда вставили и говорят, что якобы я хожу по заброшкам. Искусственный интеллект. Я ничего не знаю. Давайте, кучнее, встаем, снимаю на память. Прикольно сделали. Переход. В интернете эту трагедию называют новым
перевалом Дятлова, потому что люди стали проводить параллели между группой Коровиной и самым известным случаем гибели туристов в истории. Две группы туристов отправляются в горные походы. В обоих случаях их настигает непогода. Дятловцы попали в метель. Группа Коровиной встает на ночевку в дождь и ветер. Обе группы разбивают свой лагерь на перевалах. Затем в обоих случаях туристы начинают быструю эвакуацию вниз по склону. Ну никогда такого не было, ну ни в одном походе. Ну вот ходим мы всегда, всю жизнь ходили, пока я заслуженного мастера спорта, говорит, по туризму не получил, говорит, ну никогда, всегда погода была ясная. 150, говорит, раз по этой тур-тропе прошли, всегда была погода, ну вот просто солнце, и зимой солнце, и летом солнце, и снега нет, и просто вот все всегда идеально, трава зеленая, да, кабаны ходят, кабанов там, наверное, нет, неважно, просто все всегда, а тут раз, и дождик пошел, все разом попадали. 100%, да. В сторону леса, а затем туристов находят мертвыми. Официальная причина смерти группы Дятлова. Стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии. Конечно. Смерть наступила от воздействия низкой температуры. Все Официальная замерзли. причина смерти... Не было тогда теплых вещей в Советском Союзе. Не было, не шили. Все, что теплее свитера бабушкиного, не было. Нет. Курток не было, ничего не было. Люди закалялись, ходили просто так, да. Правда! Живите по правде! Смерти группы Васю Задова сразу вспомнил. Коровиной, переохлаждение и потеря сил. Схожесть данных двух ситуаций многих наводит на определенную мысль. Трагедия с группой Коровиной произошла не так давно, в 93-м году, и более того, там есть свидетель произошедшего. Возможно, если получится понять, что же случилось на перевале Коровиной, это даст нам необходимую информацию, чтобы сделать выводы и по перевалу Дятлова. Что мы постараемся сделать в конце этого выпуска. Так, если сравнивать это место с Фатально. перевалом Дятлова, то разница действительно есть, потому что склон здесь невероятный. Подниматься оттуда сюда практически невозможно, можно потратить абсолютно все силы. 5 августа группа находилась примерно там. Ночью разбушевалась непогода, и они приняли решение спускаться по этому гребню в сторону реки. И потом происходит нечто. Уклон этого гребня, в принципе, соответствует перевалу Дятлова, но вот этот склон невероятно крутой. Место на порядок опаснее. Плюс и высота практически в 3 раза больше. Давайте так, мы все трое были на перевале Дятлова. 100%. Мы можем сравнить это место с тем. Мне кажется, это намного жестче. Конечно, жестче. Я могу сказать, что и то, и это место безумно красиво. Везде, где происходили самые страшные вещи, очень красиво и опасно. Дим, если ты еще посмотришь, как бы самый высокий холм у нас. Да. На перевале Дятлова такого не было. На перевале Дятлова еще идти до конца. Ну да. Гора Тритранс называется так из-за ретранслятора связи, который находится на вершине данной горы и который, по мнению специалистов, был заброшен на момент гибели группы. Туристы встают на ночевку буквально в нескольких сотнях метров от данного сооружения. Когда мы попали на место трагедии, в первую очередь было принято решение осмотреть данное сооружение, чтобы ответить на важный вопрос. Могла ли группа Коровиной укрыться от непогоды внутри данного сооружения? С территории Закаменского района весной, когда еще вечная мерзлота, они умудряются на тракторах, на гусеничных, завозили какое-то оборудование, в частности, смонтировали вот эту вышку. И завезли туда генератор дизельный, который стоял внизу под этим ретранслятором, поближе к реке. Генератор, ему нужно воду там для системы охлаждения и прочее. Там стоял небольшой домик, ну то есть генератор стоял внутри этого домика, по столбам. Он передавал электроэнергию уже на вершину туда, на ретранслятор. Мне такие ролики нельзя смотреть, я правду говорю, это ща прорвет. Ху-ху-ху, там реально комната целая.
Так, смотри, ну вот здесь люди были через год после этой трагедии. Вот это, кстати, очень важный вопрос. На самом деле крайне гениально на стене написать свое имя и год. Ты знаешь, вот это лучшее, это вот чисто вот эта наскальная живопись, она меня всегда просто прорывает пукан. Нарисовать какое-нибудь дерьмо на стенах, это, ну, просто гениально. Это все равно, что Вася плюс Петя плюс Федя равно мир танков. То есть вот примерно то же самое. Смотрите, этот ретранслятор стоял и тогда. Да, и 31 год назад он был практически новый. И им легче, получается, оттуда было сюда забежать Конечно. и спрятаться. И буржуйку затопить, условно, мхом. Не, смотрите, вот они идут, по сути, они поставили лагерь, ну, в метрах 500 отсюда. Они идут по хребту. Начинается лютый дождь. Они встают на ночлег. Ночуют. Почему это нельзя было сделать здесь? Может быть, тогда только, знаешь, развалился Советский Союз и был страх, типа, проникнуть в чужое помещение. 93. Чего? Встают на ночлег. Ночуют. Почему это нельзя было сделать здесь? Может быть, тогда только, знаешь, развалился Советский Союз и был страх, типа, проникнуть в чужое помещение. 93-й год, развал, непонятно. Сейчас, одну секунду, я просто кое-что загуглю. Он 90-го года рождения. Я просто, если что, ну... Что будет. Ну, не Мне ценой просто стало жизни. интересно. Ну, типа, она же была уверенная, Коровина же была очень крутым таким человеком-туристом, который много походов делала. Она зимой делала этот маршрут не один раз, этот маршрут делала много раз. Она сказала, да ладно, точно справимся. Первый раз, когда мы познакомились, было страшно. Там такая женщина волевая, сильная, и она вот очень красивая, экстравагантная женщина была. Она четко, понятно, каждому все объясняла. Не только когда мы шли в поход, она у нас вела рисование и черчение, у нее еще было. Предметником она была, а вот ее хобби, инструктор школьного туризма, она вот это дополнительно, наверное, было. Это очень интересно. Хорошая женщина, добрая. Но вот мы нашли дополнительную странность. Почему они действительно здесь не переночевали? Тут кровати, 2 даже есть, да? Ну, я думаю, что, Буржуйка. возможно, тогда этого не было. А откуда не появилось? Кстати, да, логично. Кто принес сюда такие, о, давайте-ка принесем. Но, с другой стороны, мы вот сейчас об этом говорим, а представьте, тогда же был туман, как они говорят. Плохая погода. Да, видимость плохая. видимость плохая, и, возможно, возвращаться к ретранслятору практически невозможно. Кстати говоря, может, они вообще не ориентировались на местности, просто не знали, куда идти. Все спускаемся! И она просто сказала, идем вниз, потому что вниз, очевидно, понятно, куда идти. Вот сейчас погода хорошая, ветер херачит. А уже некомфортно? Вы чувствуете, как холодно? Да, холодно. А представьте при этом 5 градусов, На 10 меньше. и вы полностью И мы мокрые. полностью мокрые. И мы пятый день. Это ад. И мы 5-й день вымотанные, голодные. Это жестко. Но это все равно не объясняет, почему произошло так называемое безумие. Откуда пена? Почему люди бьются головой о камни? Знаете, что еще зафиксировать можно? Вот нет ощущения, что как бы не хватает сильно воздуха. Или там голова кружится. Да, это факт. То есть как будто версию о том, что какая-то горная болезнь, Тут невозможно. ну, невозможно. 2300. Можем ее сразу откинуть. И это причем очень важно. Мы сюда прилетели сразу с подножья на вертолете. Да. И чувствуем себя вполне адекватно. А они-то шли по горам, то есть они привыкали к высоте. Для сравнения, все были в Сочи, Розовый пик. Ну вот это вот та высота. Там все поднимаются, чувствуют себя комфортно. Валентина, пожалуйста, в максимальных подробностях расскажите, что же происходило с группой трагического 5 числа. Давай, Валентина, поехали. Мы после дневки двинулись дальше в путь. Мы шли по горам, по камням. Вроде бы все было хорошо, остановились на ночевку уже после дневки. Утром рано, но уже тогда поднялся сильный ветер, шел дождь, было очень холодно. Но так как мы уже устали к тому промежутку времени, мы уснули. После этого нас уже разбудила Крысин Саша, чтобы вставали, собирались, потому что у нас сначала тент срывало, потом колья вырывало, что палатка складывалась. Ну, собрались и стали выходить с маршрута. Все, что могли, собрали и двинулись вниз. И тут вот уже... Уж эти советского времени палатки, конечно, да. Вот сейчас лучше делают. Да, вот раньше и колья вылетали, и курток не было, и непонятно вообще, как мы родились. Вот я 87-го года рождения, черт его знает. Как мы там пережили, да, вообще непонятно, да. И колья летали с куртками вместе, с шарфами, совсем, короче. Да, непонятно, не понимаю. Началось, что первый упал у нас Крысин.
самый большой член команды. Саша! Он упал, Коровина осталась около него, рядом. Дала указание спускаться вниз. Спускайся вниз! Саш, ты чё? Саш, вставай! Ну, был сильный ветер, дождь, нас носило. Мы пытались спуститься стенкой, когда друг за друга держатся. Сильный ветер, чтоб снесло взрослого человека, ну сколько это, 25 метров в секунду. Я на Кольском полуострове когда жил, всегда говорили порывы ветра до 30 метров в секунду. То есть это резкий такой ветер налетает, который в принципе, ну мало-мальски такого какого-нибудь ребенка-то он, ну реально может отлететь, если прям не будет ожидать. Ну я уверен, там такой же ветер был, это 100%. И спускались вниз, но наш спуск не увенчался успехом, потому что сносило ветром сильным. И в этот промежуток времени у нас вообще непонятно, что началось. Как я понимаю, первым начал падать Саша Крысин. Да. А как это произошло? Он, получается, просто упал и все? Биоманьяк. Спотыкаться начал, упал. Ну и Коровина осталась рядом с ним. А нам дала указание спускаться вниз. А так... Можно на секунду? Да, конечно. Я воды попью. Да, пожалуйста, конечно. Саша, чего? Саша! Помогите мне! Саша осталась Коровина, вам дала команду спускаться вниз. Что с ней происходило в этот момент? Ну, мы же пытались, смотрели, оборачивались. Она как села около него рядом, так и осталась и сидеть там. И тут началось как сумасшествие у всех. Кто-то убегал, кто-то головой об камни бился. Ну, до последнего пытались вниз спуститься, как она сказала нам, двигаться вниз. Но у нас уже не получилось, потому что у нас Вика высокая была, она все время падала. Ее не смогли стащить, пока Вику там ловили. Таня начала там прятаться за камни, потом Тимур. Но это надо, вот это как в фильме ужасов. Неадекватная реакция людей. Что произошло вот в этот промежуток времени, я не знаю. Это было очень страшно, потому что ты шел с этими людьми только полчаса назад в здравом уме, в здравом здравии, и тут вот начинается как какое-то безумие у людей. Вот единственное, с Денисом Швачкиным мы пытались вниз спускаться, и он все меня пинал, ползи вниз. Валя, не стой! Беги! Но получается, благодаря Денису, муж, я уползла вниз в ущелье. Я даже не знала, куда я уползла, просто ползла вниз. Я не знаю, что произошло. Реакция у всех была разная. У кого-то кровь бежала. Вот у Саши Крысина пена пошла со рта, потом кровь пошла с ушей. Вика там за камни пряталась, Таня тоже. Вот, это ужас был какой. Я правильно понимаю, что на ваших глазах один из членов группы начал разбивать свою голову о камни? Ну да, было такое. Там просто было сумасшествие. Даже не знаю, как это объяснить. Что повлияло, что случилось со всеми. Не знаю, как это объяснить. А сколько это безумие длилось по времени? Это какой-то продолжительный период было или в один момент? Я не знаю. Откуда мне знать? Ну откуда? Вот что вы это хотите? Какая дорога? Что вы пристали? Посмотрите в своих этих видеозаписях. Как построим, так построим. Да, вас обязательно пригласим. Не знаю. Не знаю, ну не было меня. Так вы, говорит, единственный выживший. Ну, плюс-минус. 5-10 5-го. Я не знаю, сколько это по времени проходило. Потому что я тоже была еще маленькая девочка. Я тоже боялась всего. А тут в такой ситуации, не знаю, сколько это по времени было. Был сильный страх, ты не знаешь, что делать. Я не знаю, как это писать, все Понятия не имею. Это какое-то сумасшествие, безумие или еще что-то. Я не знаю, как. У меня вот больше Капсом, страха ребят, не было. пишите. Ты не знаешь, куда Вот идти, что делать, как чем помочь. Вообще. Вы говорите о том, что люди начали спотыкаться и падать. Вы как очевидец этих событий, из чего вы сами могли бы начать падать во время спуска? Был холод сильный, ветер был сильный. Потому что, когда уже меня нашли, у меня еще и руки и ноги были примороженные. А мы в кедах в основном ходили. Может быть, обувь наша нас подвела.
У нас раньше лыжные ботинки вот покупали на походы и кеды были. Вот я не помню, в чем мы были тогда, или в кедах, или в лыжных. Мне кажется, босиком. Босиком и с голым торсом. По-моему, так было. Не знаю, я не уверен, конечно. Ну, все мастера спорта по туризму только так ходят. Да, да. Серьезно, говорит, конечно. Молодой человек! Когда я, говорит, вас обманывал? В ботинках. Просто вот так идет склон, и ты по этому склону идешь, и тебя сдувает ветром. То есть, кроме холода и запредельного страха, вы не ощущали других изменений? Вы описываете кровь, пену изо рта. У вас ничего этого не было? Не было. У Саши Крысина пошла пена изо рта. Вика вас укусила. Таня начала биться головой о камни. Еще какие-то странные моменты вы помните? Но у многих были расширенные зрачки, и вот неадекватно, они не реагировали на то, что мы их звали, то, что кричали, они не реагировали никак. Происходит безумие. Люди ведут себя неадекватно. Вы же продолжаете спуск. Что с вами было дальше? Я сползла в ущелье, там было какое-то дерево, а у нас были теннежери эти, целлофановые. Я помню, что я прижалась к дереву, укрылась этим целлофаном и сидела. Сколько по времени, что, как, я не знаю. Но потом уже, когда пришла в себя, в сознание или как там я спала, был холод, и было сильно холодно. Я потому что вот так свернулась калачик и так и сидела около дерева. А потом уже, видно, проснулась или что, вылезла из-под тента и залазила. Сабин, я наверх не знаю, на гору. какие у тебя там версии. Я забрала компас и карту. Понятия не То есть, имею. когда вы очнулись, Версии вы какие? все-таки решили подняться обратно? Там недалеко было подняться вверх. Я правильно понимаю, что вам удалось спуститься с голой части хребта, с так называемого гольца, до леса? Я не знаю, там не лес какой-то был. Там Я не знаю. Я не знаю, сколько это продолжалось. Я не знаю, куда вообще кто спускался. Я вообще ничего не знаю. Вы что от меня хотите? Ничего не знаю. Как говорит, во сне. Тут помню, тут не помню. Да. Шел, упал, очнулся, гипс. Ничего не помню. Ничего. Да. вот так с горы несколько Забил. деревьев, что там еще рядом росло, я уже не помню. Но вот с этой ямины я поднималась вверх. Угу. Компас и карту брала. И, в принципе, не так далеко. Нет, недалеко было. Может, там ущелье небольшое или еще что-то там было. Я уже не могу сейчас сказать. То есть ваша цель подъема обратно была компас и карта? Посмотреть, что с ребятами. Но уже никого не было живых, уже все. Все, уже все погибли. Ну, а Коровина так и сидела около Крысина, как оставила. Трагедия происходит 5 августа. Но уже никого не было живых, уже все. Все, уже все погибли. Ну, а Коровина... Я прошу прощения, но мне это очень нужно. Ну, а Коровина так и сидела около Крысина, как оставила. Трагедия происходит 5 августа. Вас нашли только 9 числа. Другие туристы, которые сплавлялись по реке Снежной. Вот в этом моменте ответы на все вопросы. Вот в этом моменте можно найти ответы на все, что только можно. Даже не то чтобы ответы, а на все то, что она говорит. Кто очень внимательный, тот посмотрит, короче. Вот как вы дошли до реки? Я просто сообразила, включила мозги, я увидела электростолбы от электропередач. По этим линиям электропередач я и пошла. Там не было проводов, просто столбы стояли. И получается, по этим столбам вы как раз пошли вниз. Да. Как шла, не помню. Останавливалась, я не останавливалась. Этого я не могу вам сказать. Не помню. По этим столбам я спустилась вниз. Там была недоделанная избушка охотников или рыбаков. Вот я в этой еще избушке ночь переночевала, это я помню. А потом спустилась вниз, там к реке. Получается, вы не помните, как вы шли?
Все как в тумане. Нет. Как в тумане. Единственное, я помню, что шла. Куда шла, как шла. Я вот этого не помню. Жить хочется, когда тебе 17 лет. Тебя ноги ведут вперед и выйти к людям. Если логически рассуждать, если бежит река сверху, значит, внизу есть населенные пункты. Исходя из этого, вот, пошла. Это как это? Это как это? Что? Это как это такая логика? Что-то вот это вот вообще вот потрясающая логика. Дальше. Так не помню же. Так, этот день уже подходит к концу, все невероятно устали. Надо отдохнуть. Мы разбили лагерь плюс-минус в том же самом месте, где базировалась группа Коровиной. Мы попробуем здесь переждать ночь, потому что именно под утро случилось нечто. Она в шоковом состоянии была. При шоке человек может все забыть. Я полностью с тобой согласен. Я думаю, что вот эта версия твоя, это самая верная, самая точная. Я серьезно. Вот. Это да. Я думаю, что ты прав. Доброе утро, друзья. Фух. Что ж, мы провели ночь на перевале Коровиной, одном из самых странных мест мира. Я слышал, что дождь шел и ветер бушевал, но я спал как убитый просто. Ожидаются погодные условия, максимально приближенные к тому, что произошло в 1993 году непосредственно с группой Коровиной. Во-первых, пытались работать в том, чтобы установить и доказать, как причина смерти общее переохлаждение организма всех трупов. Чем опасно и как это будет выглядеть? В первую очередь, моментальная потеря тепла организмом человека, сильный ветер, возможно, мокрый снег. Песня. Доброе утро. Доброе. Доброе. Это вот под утро шло такое, мы вставали, когда была видимость хорошая. Да? Прям стеной так это туман нашел, и все сейчас молоко. Ну вот, получается, буквально за там считанные минуты погода поменялась от ясной до вот такой, да? Да, конечно. Когда мы всей группой стали спускаться, был сильный туман. Ну и дорогу сильно далеко видно не было. Ребят, кстати, смотрите, вот на камере ее намного лучше видно. В реальности не так. Вот, вышка. Если бы я шел вдоль этого холма, я бы ее, в принципе-то, не заметил, скорее всего. Офигеть, вообще непонятно. В какую сторону идти. Слушай, ну вот сейчас, я потерялся немножко в пространстве. У нас идеальные условия для экспериментов, потому что видимость нулевая, сильный ветер, невероятно холодно и 5 часов утра. Ровно в этот же момент происходит всем известное событие. Кстати, я так скажу, сейчас со временем еще хуже стало, потому что я 5 минут Сразу назад... хочу сказать, в Советском Союзе и в постсоветское пространство про дождевики никто не знает. По сей день мы дождевики закупаем в Америке. То есть наше производство дождевики никогда ни для каких нужд не делали. Ни теплая одежда, ни дождевиков, ни ориентироваться в тумане по каким-то тропам, тем более туристическим, никто не умел 100%. То есть это сейчас уже, да, в век высоких технологий научились. Раньше просто ходили только по звездам. Никак больше. И невозможно было, да. Вылез в эту... Видели максимум метров на 20. Да, сейчас просто зрение стало острее, не более того. В эту сторону был виден край. А сейчас он весь в молоке уже. Так что единственный ориентир, который у нас будет, это линии электропередач. Ты
тент срывала, потом колья вырывала, что палатка складывалась. Ну, собрались и стали выходить с маршрута. Ну, я могу вот сейчас, когда я здесь оказался, когда я своими глазами вижу, что происходит, я понимаю, что выжить в такой ситуации, когда еще на пару градусов поменьше было, невероятный ветер и дождь, было практически невозможно. Но убило их? Нет. Убило их что-то совершенно другое. Нет, это дождь. Дождь вообще не переносили раньше. Ни холода, ни дождя, ни закаленных людей не было. Никогда в жизни не было. Вообще первый раз слышу. Кроме действия насекомых, личинками мух, не было обнаружено. Знаете, какой самый стрём этой ситуации? В том, что из-за такой погоды, если она будет держаться, сегодняшняя эвакуация на вертолете нам вообще не светит. Мы останемся тут надолго. Мы останемся тут, пока вот это говно не разойдется. Оно может здесь держаться недели. И мы пешком пойдем. Дождь пошел. Да. Пиздец. Мы подстраиваемся под авиацию. То есть вертолет не всегда, да, может взлететь? Да, не всегда будет летная погода, пилот может отказаться. Туман? Туман, ветер, сам рельеф. И у тебя камера уже очень мокрая. Да. Открывай. Я думаю, что съемка может скоро закончиться сама по себе. Вот дождь усиливается. Сейчас складываем вещи и шуруем вниз. Нифига себе! Вот сейчас условия один в один, как в той ситуации. По сути, разница в 3 градуса. Ну, очень холодно. И 99% влажности. Но я вижу, что все находятся практически в предсмертном состоянии. Не пережить вообще. Ни ветра, ни дождя, невозможно. Мы просто в воде стоим. На брифинге-то разговаривали, что как это будет. Вот, я говорю. Липкий туман, да? Липкий туман, вот он. Мы стоим, а на нас все оседает, и если через несколько часов вот все будет промокшее, если накидок не будет. Да, пальцем мерзнут. Шевелиться надо, не стоять. Ну, слышите, мужики, надо активнее немножко, потому что реально, если мы так простоим долго, то подмерзнем очень сильно, чуваки. Вижу, сейчас пена пойдет изо рта у всех. Раз. Очень. Чтобы вы понимали, мы хотели провести эксперимент в одежде из 90-х, но вот и сотрудники МЧС нам просто запретили это. А так как этот рюкзак мы взяли с рук, и он ценен для человека, мне придется его тащить на себе дополнительно. Очень холодно. Очень холодно. Рукам жесть, да? Просто руки уже красные, кстати. Это не nice. Блин, просто ад. Начинается ад. Надо валить. Еще чуть-чуть и внутренняя сука полезет. Ну, себе без шуток. Я тебе серьезно. Часа 2 пройдешь, и у тебя внутренняя сука полезет. Просто Кто полезет? Понял я. Кто куда лезет? Какие? Сущность в виде гномика? Что там вылезает? Откуда? Объясните старому. Ой, вот, все уже потеки, смотри, все мокрое, все, мы все в дожде. Меня мои сослуживцы сейчас смотрят 100%. Я как вспоминаю... Ладно. Все, двигаемся. Я думаю, сейчас многие улыбнулись. Первые пойдут. Смотрите, если руки замерзли. Это самое первое сейчас начнется. Смотрите, останавливать, ну прям чувствуете все. Единственное, что вас может согреть, это вот такие движения. Резкие, вниз, чтобы кровь к нему. Вот так, раз. И расслабляем, кисть расслабляем, чтобы кровь туда попала. Ага. Все, я уже почувствовал, не им теплее. Очень холодно. Мы все неправильно сделали. Мы не закрыли рюкзаки, у нас сухая одежда промокнет просто. Да и ты хватит уже! Вы начали спускаться. Все вместе начали спускаться. Так. Я не знаю, какие комментарии можно давать. Сейчас мы пытаемся подняться по гребню и выйти плюс-минус к тем же точкам, где найдены были тела. Слава богу, что у нас современное оборудование сейчас, а не та жесть, которая была в 90-х годах. Реально, когда ты изнеможден, уже больше, чем 3 суток, старое обмундирование, 93-й год, развал Советского Союза, страна в упадке. И, конечно, ребята были одеты в том, что мама дала. Никакой специализированной одежды, я думаю, даже речи не шло. Условия у них плюс-минус такие же были, да? Да, 2 дня шли в таких же условиях. Но еще нагрузка недельная. И им надо было спускаться, лагерь-то ставить изначально в зоне леса, чтобы спастись.
А они поставили, ну, на гребне и попали так, и у них силы-то иссякли. Кто-то убегал, кто-то головой об камни бился. Ну, до последнего пытались вниз спуститься, но у нас уже не получилось. У меня кое-что не укладывается в голове. Показали маршрут, что точка с палатками, это где-то вот здесь вот есть. Точка с палатками, она находится наверху, верно? У ретранслятора там какого-то связи, еще что-то, я не шарю за это. Дальше они начали спускаться. От точки ночевки они дальше вниз начали спускаться, где все произошло. И одна из них, выжившая, побежала дальше вниз. У меня вопрос, почему они тогда поднимаются вверх? Димонов вся команда. Таня начала там прятаться за камни. Почему они Потом вверх? Тимур. Это как в фильме ужасов. Неадекватная реакция людей. Это было очень страшно. У кого-то кровь бежала. Пена пошла со рта, потом кровь пошла с ушей. Вика там за камни пряталась, Таня тоже. Вот, это ужас был какой-то. Я не знаю, что произошло. Даже если бы не произошло это нечто ночью, они бы не выжили. Ну чё? Перевал Дятлова номер 2. Смотрите, видимость никакая. Вот парни уходят и постепенно пропадают в тумане. На метров 20 визуально видно. Мы сейчас где-то, хер пойми, насколько далеко от цивилизации. Идем по горам. Невероятная непогода. И это мы знаем, что с нами 3 опытных сотрудника. Плюс мы знаем, что нас ждет эвакуация на вертолете. Наверное, мне надо было вернуться живой, чтобы сообщить всему миру, где похоронены ребята, чтобы их забрали оттуда. Ну, наверное, мое предназначение было такое. А как я могу объяснить, почему я выжила, а другие нет? По-другому я не знаю, как объяснить все это. Ну, по геометке мы здесь. Друзья, на этом самом месте были найдены члены группы Коровиной. Вот в этой области находилась сама Коровина и Крысин. И дальше по данному гребню были найдены остальные тела. Давайте так, мы на себе испытали условия, которые здесь в непогоду, это настоящий ад. Братан, испытываем. Испытываем. Мы да. еще не спустились. Вот по сути, вот в ту сторону обрыв и в ту сторону обрыв. Так что здесь патовая ситуация, стоит только спускаться по гребню, но мне кажется, просто силы закончились. Посмотрите, ребят, здесь спускаться быстро, это практически невозможно. Это нереально. При сильном ветре и дожде, ну, подскользнуться я можно. не могу представить, как они здесь спускались. Я не представляю, насколько это надо быть сильной девушкой, чтобы после вот спуска еще раз подняться наверх. Это выживание. Ей нужны были карты и компас. Парни, столбы! Друзья, вот сейчас все ровно так же. Мы группой замечаем столбы, как это сделал Утаченко в свое время. И сейчас будем спускаться к Снежной. Трекинг шагов у нас включен. То есть мы будем знать расстояние, которое прошли. Уклон очень серьезный. Ветер настолько сильный, что сдувает. Мне кажется, именно поэтому люди при спуске просто падали. Добавьте к этому переохлаждение, чрезмерную усталость. И вот получится серьезная трагедия. Смотрите, вот вы сейчас видели, какая задница там происходит. Я буквально вот сюда спустился, здесь крайне спокойно. Я думаю, что Утаченко плюс-минус нашла подобное укрытие и переждала там вот эту непогоду. Наконец-то, друзья, мы дошли до линии, которая идет вниз, посмотрите. И очень странно, как только мы ее увидели, наступила тишина по погоде, друзья. Смотри, кабеля-то срезали. Это насколько надо быть уверенными людьми, чтобы забираться в такое очко ради кабеля? Ну, выглядит очень так... Крипово. Крипово выглядит. Крипово выглядит.
Такие врата в ад. Но вот если такое увидишь, да, это может быть и твоим Хулиганы. спасением. И очень страшно. Вот сейчас выглядит это очень страшно. Непонятно, куда эти линии электропередач приведут. То есть даже наш гид и по совместительству МЧСник, он здесь ни разу не ходил, то есть он реально не знает, что там дальше. Да, так что мы, ребят, прямо на ваших глазах идем в какую-то таинственную неизвестность. Ничего себе! Выглядит очень крипово. Ребят, мы вышли из облаков! Ну, как я и говорил, будет полегче. Ура! Для чего такая мощность? Да какая, господи, мощность? Там, ребят, ну раньше кабеля такие прокладывали и это... Я вам же сказали, наверху стояла какая-то штука, там, усилитель сигнала обычного, или там что там, это передача сигнала. Ну, обычные кабеля, господи. Вон, видны горы. Чё? Вот следующий холм, смотрите, какая видимость замечательная. Что ж, мы сейчас дошли, уже признаки деревьев. Появляется первый лес, так что мы идем в нужном направлении. Вы понимаете, маленькая 17-летняя девочка шла после какой-то невероятной трагедии, необъяснимой, настоящего безумия, шла здесь промокшая, голодная, холодная, в сторону неизвестности. Абсолютно одна. Получается, у меня была выжить цель и приехать к маме. Ну, мама — это отдельная тема. Как будто мама меня домой вела. До сих пор ангел-хранитель мой. Не знаю почему. Главное было, маме надо вернуться. Мама домой забрала, сказала, нечего, надо домой идти. Вела мама. Я не знаю почему, как это объяснить. Ну, все надо было к маме домой попасть. Нельзя расстраивать маму. Что, может, рекламную паузу? Давайте, если вам нужно, давайте, конечно. Расстояние от места гибели группы до реки Снежная около 10 километров. Выжившая преодолела его за 4 дня. И самый важный момент – она якобы этого не помнит. Любители конспирологических теорий сразу же говорят о том, что она не могла потратить столько времени на такое небольшое расстояние. И в эти дни явно творилось то, о чем она старается молчать. Неужели это настолько сложный маршрут, что на него можно потратить 4 дня? Мы проверим на себе. Сейчас, подожди. Сейчас. Блин, у меня все мокрое. Я не могу протереть это нормально. Сюда бы рекламу Баунти, да, райское Что вы наслаждение. понимали, мы были там. Ну, видишь, Диман, максимально непредсказуемая погода. Потому что мы шли, сейчас ветра не было, все было окей. Спустились чуть пониже, сумасшедший ветер. Так, ну Снежная видна. Вот видите, вот эта небольшая линия света, это речка. Надо, по сути, вон, линии электропередач немного налево пошли. Сейчас давай поговорим с Артуром, поймем, какой у нас план. А мы сейчас не будем привязываться к проводам, потому что их, возможно, зимой завозили в зимник. Нам сейчас надо обойти. Поговорим с Артуром, поймем, какой у нас план. А мы сейчас не будем привязываться к проводам, потому что их, возможно, зимой завозили в зимник. Нам сейчас надо обойти холмы вот эти и болота. И мы по контрфорсу лесистому пойдем к речке выходить. Ну, то есть, скорее всего, вот этот дом, который нашла Уточенко, это был зимник. И там вполне могли быть охотники. Ну, вполне. Так как они находятся точно, я не знаю, они могут быть вот на той стрелке. Вот внизу, в долине реки Снежной, там было 2 летника. 2 летника. Мы их видели с вертолета. Летники – это там, ну, временное жилище пастухов. И мы с воздуха видели, там даже был трактор. Мы удивились, в такую глухую местность мы прилетели на вертолете. И вдруг видим перед нашими глазами, посреди тайги идет трактор и тащит какие-то бревна. Удаченко
должна была проходить мимо вот этих летников. На летнике всегда есть собаки. Лечу я на вертолете по тайге и смотрю, трактор столб тянет. Я еще удивился, говорю. Которые бы ее учуяли. Но как она могла мимо них пройти и их не заметить, и ее не заметили? Вот тут что-то вообще непонятно. Ну, смотрите, пространство леса гигантское. Вот уже первые деревья, а до снежной еще огромное расстояние. Вполне возможно, что вот... А ну, малыш, давай. Попробуй отгадай. Что же синий трактор везет? 4 дня она действительно просто бродила по лесу, не зная, куда идти. Я в диком восторге от этой маленькой девочки. Куда кто... Меня прорвет, сейчас я материться начну и это... Куда кто бродил? Вниз иди, вы что, не знаете, у вас плана не было? Вы реально, вам инструктаж проходит, что, полчаса за бутылкой водки или как это работает? Да там... знает, сколько к таким туристическим походам готовится. Я даже это знаю. Я человек, который сидит за компьютером 24/7, и то я это понимаю и знаю. Ну да, в советское-то время, да, там просто брали. Говорит, сейчас тропа номер 10. Дети, домашнее задание. И пошли, куда глаза глядят. Как это работает? Что, никто не знает, где речка или как ориентироваться по местности? Ни у каких точек, ориентиров, ничего нет, что ли? Как это работает? Что, не знают, что внизу река течет или где столбы какие идут? Если вы увидели столбы, по ним надо идти вниз, ты попадешь к реке. Прикиньте, в 17 лет мы взрослые мужики с экспедицией, с подготовленным графиком, маршрутом идем сейчас, и тут ноги почти ломаем. Нам страшно, правда, спускаться с такого сильного обрыва, а девочка тогда спустилась и еще жила. Чем тебе страшно, Лех, спускаться с такого обрыва? Ты спокойно идешь, хорошо, там камни, да, я согласен. А девочка подготовленная все равно. Девочка не девочка, но она все равно что-то как-то ее готовили. Где-то какие-то у нее более легкие походы были. Никто сразу в дебри никого не отправит. Значит, она уже ходила, скорее всего, где-то куда-то. Я уверен, это все можно в интернете найти. В лесу 4 дня. Я не знаю как. Я просто... Куда там кто 4 дня шел? Зачем? Куда? Я ничего не понимаю. Сообразила, включила мозги. Так. Я увидела электростолбы от электропередач там в горах. И я по этим столбам пошла вниз. Эксперимент в реальных условиях, и он действительно серьезный. Ребят, сейчас ближе к обеду, и тучи расходятся. Смотрите, голубое небо уже. Есть шанс, что мы улетим все-таки. Есть шанс. Маленький, но может быть. Ветер дует сильно и, скорее всего, раздует все здесь. Че, по лесу полегче будет? В плане, конечно, уклона не будет, но если там подлесок такой стрёмный. Вопрос важный, который нас больше всего волнует. На Гольце, я так понимаю, леса нету. И, соответственно, зверь, если имеется, то он на большом... Вот, кто в лесу живет, попробуй отгадай. Кто ж тебя в лесу сожрет? Лу-лу-лу-му-му, мэ-мэ-мэ-мэ-мэ, Миша. Шатун, медведь. Расстояние видит. Когда мы подойдем к лесу, вот там самая опасная часть там начинается. Правильно. Вот это реально много? Очень. Медведей. Всех. И медведей в том числе. А волки? Волки есть, но волк это не опасно. Чтобы увидеть волка, это он прячется, он хитрый. А медведь нет, да? Медведь нет. Ну вот какова вероятность, что мы встретим медведя? Очень большая. Если медведь почувствует какую-то опасность для себя, вот, агрессию какую-то, ничего не сработает. Вообще ничего. Нора. Если мы видим медвежонка маленького, сразу валим. Они очень любопытные, они не боятся, они подбегают, начинают играть. Мы с ними никак не контактируем, сразу валим, потому что мамка сейчас придет. А мамка, она за детей будет агрессивной. Что ж, дерьмо нашли. Маленького медведя. Сейчас мы, по сути, перешли к... Как Димон определил? По куче сколько насрано, может, большой не так сильно хотел. Самой опасной части нашего похода. Проход через лес до Снежной, потому что здесь можно встретить то, что тебя реально сожрет. Я вообще не знаю, кто меня оберегал. Когда я шла, я видела пребывание животных.
Как это работает? Жить хочется, когда тебе 17 лет. Тебя ноги ведут вперед и выйти к людям. Если логически рассуждать, если бежит река сверху, значит внизу есть Виталика населенные туда пункты. определите к этим. Исходя из этого, вот, пошла дальше. Сейчас настоящий ад. Просто идем по болоту. Наша задача сейчас пересечь долину до реки. Нам надо дойти сейчас до Снежной через долину, которая покрыта. Вы не представляете, насколько сильно я хочу вот таким маршрутом пройти. Это вообще, это отдельная история. Это болотами. Будем искать небольшие участки леса, которые здесь действительно есть, и в них болота уже нету. И там будет легко идти. Нам осталось, по сути, несколько километров всего. Вот говорите, что вас кто-то вел вот эти 4 дня. Ангел-хранитель оберегал меня всю эту дорогу, получается так. Раз меня животные не съели, я не видела. Опишите момент, когда вас нашли другие туристы. Как это было? Я стою на косе, получается берег, и вот такое, как отмель. Я стою на этой отмели, и плывут катамараны. 2 катамарана у них было. Что ж, осталось несколько десятков метров, и мы выйдем к реке Снежная. Чтобы вы понимали, нам это удалось. Мы прошли путь выживший в трагедии на перевале Коровиной 5 августа 1993 года. Какое расстояние мы сейчас делали? Вот если посмотреть на эту гору, башни Тритранса даже не видно. Не знаю, я собой горжусь. Я тоже собой горжусь, но только у нас 7 взрослых мужиков, а там одна девушка 17 лет была. Разные обстоятельства абсолютно, и после такой жесткой трагедии. Но маршрут очень сложный, многообразный. И вот только побывав здесь, ровно так же, как на перевале Дятлова, можно делать какие-то выводы. И мы их сделали. Мы лично побывали на перевале горы Тритранс, попали в схожие погодные условия, изучили рельеф местности, прошли путь выживший в той страшной трагедии, опросили очевидцев событий и даже взяли интервью у Валентины Утаченко. Все для того, чтобы собрать как можно больше информации, которую мы предоставили судмедэксперту. И прямо сейчас он ответит на все вопросы, которые остались у нас к данной секунде. И главный из Сейчас будет очень интересно. них. Что за безумие творилось на перевале горы Тритранс 5 августа 1993 года? Судя по объяснительной записке, первый, кто погиб, это Саша Крысин. У него как раз пошла пена изо рта. Он погиб от переохлаждения? Пена изо рта. Ну, признак, характерный для отека легких вообще. Так, очень сомнительно, что смерть первого вот этого члена группы, она наступила от переохлаждения. То есть я считаю, что она вообще у него не наступила от переохлаждения. Какие-то естественные причины, от которых он погиб, могли, конечно, быть, несмотря на молодой возраст. Опять же, если они двигались в высоком темпе, в условиях далеких от идеальных, в условиях низкой температуры, высокой влажности. Они все время охлаждались. При физической нагрузке еще организм теряет воду. Вполне, например, могла быть такая ситуация, что человек при потере жидкости, его реологические свойства крови меняются не в лучшую сторону, кровь становится более густой, что способствует тромбообразованию, например. Как такой вариант патогенетической цепочки. Тромбы образуются, как правило, в отдаленных местах, скажем так, сосудах от сердца. При дальнейшей нагрузке они могут, скажем так, отрываться, и по кровяному руслу приходить в легочные сосуды, наступает смерть. А вот это можно было бы установить на трупах, которые нашли на перевале? Можно было бы, но, допустим, эксперт, который исследовал тела, он был ознакомлен с результатами допроса единственной выжившей, потому что очень часто в практике надо ориентироваться на показания. Обнаружив, допустим, у 5 признаки переохлаждения, уже будешь предполагать, что у 6-го то же самое.
а у него они в какой-то степени будут, потому что они все охлаждались, пока еще были живы. Туристы стоят на перевале, на ночевке. Они до этого шли достаточно продолжительный период времени. Они замерзают ночью, уже начинается переохлаждение. Неожиданно утром поднимается такая легкая паника относительно того, что им надо эвакуироваться вниз, то есть экстренно спускаться. Момент этого спуска. Склон там достаточно приличный. Это где-то около 25-35 градусов. По нему сложно спускаться. Каменистая почва, которая выглядит как нагромождение больших и малых валунов, по которым очень сложно перемещаться. Они стенкой начинают спускаться вниз. В этот момент наступает событие X. Саше Крысину становится плохо. По разным причинам. Это может быть игорная болезнь, в чем, допустим, сотрудники МЧС сомневаются. Может быть, его какие-то физиологические особенности. Там оторвался тромб, попал в легкое, ему стало плохо. Он падает. В этот момент все это видят. В условиях, когда им холодно, они боятся, идет снег, ветер и ничего вокруг не видно. Они видят, что на их глазах практически умирает человек. Впадают в панику. Руководитель группы остается пострадавшим, дает команду спускаться всем остальным самостоятельно вниз. То есть Саша Крысин, самый опытный из них, погибает на их глазах. Руководитель группы остается с ними и дает команду всем бежать вниз. И плюс к ним руководитель группы. И плюс ко всему все тела лежат в одной куче. Все. Это другое, заткнись! Хорошо, извините. Не приходит. Она же осталась с первым погибшим. Там небольшое расстояние было. Небольшое. Да. Видно было, что они оставались сидеть. То есть это тоже добавило чего-то. Но хорошо сохранился визуальный контакт, но по каким-то причинам они ее видят, но она к ним не двигается. Они начинают думать, значит, с ней что-то тоже произошло. Это добавляет к этому всему состоянию паники и ужаса, и еще более усиливается. Потому что это у них у всех в голове главный человек в группе, в команде, который их ведет. Дальше, так или иначе, эти люди начинают думать по-любому, что им делать дальше. Переохлаждение может привести к тому, и паника, что человек начинает биться головой о камень. Я думаю, да. Вполне. Ну, то есть неадекватность поведения здесь мы скорее будем рассматривать, правильнее было бы, мне кажется, рассматривать психологические аспекты. То есть состояние ужаса все переживают или запредельного страха по-разному. Кто-то впадает в оцепенение, кто-то, наоборот, мобилизуется. Неадекватность поведения может проявляться чем угодно, в том числе нанесение себе увечий. То есть вы в этом не видите ничего странного? Ничего не вижу. Судя по... Неадекватность поведений у Алекса Terrible вот на концерте. Вот я лайв-запись смотрел, к сожалению, пока никак попасть не могу, уважаемый человек. Вот там вот неадекватность поведения, да. Там, когда это водоворот этот начинается, мне кажется, там люди пропадают. Вот там мистика реальная творится. По объяснительной записке это... Уточенко подошла к Коровиной, на руках у которой был Крысин. И Коровина сказала, что сердце не бьется. Руководитель группы понимает, что человек погиб. Всем остальным дает команду спускаться вниз. Почему она осталась там? Она не была к этому готова. Что вот будут события развиваться вот так. И, возможно, для нее это послужило таким же стрессовым фактором, как и для всех остальных. То есть она тоже, возможно, впала в панику, осталась с потерпевшим. Да, она не знала, что дальше делать. Она просто растерялась, можно так сказать. Да, понятно, это опытный человек, который там стоял в клубе, своей команды водил в разные походы, но в этих походах никто не гиб. И вот случилась такая ситуация, что погиб человек. Она могла оказаться к этому не готова, что так произошло и случилось. Поэтому все, ее парализовало, грубо говоря, в психологическом плане, она осталась с ним. Да, она тоже уже находилась в состоянии там охлаждения глубокого. Время их наступления смерти, оно не сильно будет разниться. По часам, я имею в виду. Ну вот, не знаю, пусть меня закидают тапками, мне кажется, она себя отключила. Вот в тот промежуток времени после смерти Саши она как бы отключилась от всего вот этого, что творилось вокруг. Она просто сидела. Она не принимала ничего, вот никаких мер она не приняла. Она дала указания, его обняла и осталась там рядом с ним. Когда Саше Крысину стало плохо,
Коровина скомандовал всем спускаться вниз. Потом Утаченко поднимается, ей объявляют, что сердце не бьется. Коровина в этот момент в состоянии шока. Утаченко и остальные это видят, начинают рассредотачиваться в панике. Кто-то бьется головой о камни, кто-то кого-то кусает, паникует и так далее. И вы считаете, это нормально? Да. И затем... Ты мне, знаешь, друг, сейчас кое-кого напомнил. Я, конечно, не психолог. Можно я еще разочек, один моментик гляну? Я просто вот, я ничего не буду говорить. Ничего не скажу, вот ничего. Все, я молчу. Из них пытается каким-то образом, видимо, скрыться от холода, принимает позу эмбриона, ложится, закрывается камнями, и они погибают от переохлаждения. Да. Но единственная выжившая, кто, в принципе, последовала приказу своего руководителя спускаться вниз, она спускается в безветренное пространство, укрывается там, пережидает ночь, с обмороженными пальцами поднимается назад, закрывает всем глаза и уже спускается к реке Снежной. Да. Вполне себе. Но это единственный человек, который в экстремальной ситуации сохранил ясность ума. Такое может быть. Когда Утаченко поднялась обратно к погибшим, закрыла им глаза, взяла компас, карту, она увидела линии электропередач и по ним начала спускаться к Снежной, предполагая, что там ее ждет спасение. Важный момент. Она не помнит 4 дня, как она блуждала по тайге. Как вы думаете, из-за чего? Из-за стресса. Амнезия, да, такая может быть. Но главное, что она сориентировалась на местности. Это тоже говорит о том, что она сохранила самообладание. Но все ее ресурсы организма были направлены на спасение. То есть, грубо говоря, память здесь была особо не нужна. Организм не фиксировал события. Основная доминанта — надо спастись. Что ж, наша версия, как людей, побывавших на месте... Слушайте, это на самом деле гениально. Надо где-нибудь парижский Лувр еще раз грабануть, короче, и когда тебя поймают, ты говоришь, вы знаете, я с утра, когда проснулся, да, вот ограбление было в обед, я с утра встал и почувствовал, как будто бы вот, память меня покидает. То есть я абсолютно ничего не помню, и где корона, и где наряд какой-нибудь королевы, я не знаю, вы что от меня хотите? Я просто, проснулся, и раз уже задержали меня за что-то. Я не понимаю вообще, о чем идет речь. Вот ближайшие 6 часов у меня просто из памяти они вылетели, и все просто. А возможно такое, что это? Конечно, возможно. Вообще все возможно. Все возможно. Я ничего не помню, я ничего не знаю. И на камерах вообще не мое лицо, просто человек похожий на меня. Да. Трагедия полностью совпала с заключением судмедэксперта. Нам кажется, что подобные страшные трагедии по всему миру, которые происходили во все времена, порой обрастают гигантским количеством легенд, домыслов и невероятных теорий. Это происходит по одной простой причине. Люди, желая верить во что-то необъяснимое, будто бы закрывают глаза на один очевидный факт. Человеческая жизнь невероятно хрупка против необузданной мощи природы. Какое-то безумие. Это Клава Кока трек написала? Они бы не выжили. Красиво. Наша версия событий такова, что группа Коровиной погибает из-за непогоды, экстремальных условий и стечения обстоятельств, где большинство туристов и даже самые опытные из них впадают в состояние паники и ужаса, что приводит к фатальным последствиям. Только изучив данную трагедию, мы все-таки пришли к мнению, что на перевале Дятлова, скорее всего, произошло то же самое. И официальная версия гибели группы кажется нам наиболее правильной. Группа из 9 туристов встала на ночевку на перевале горы Халачахаль. Они готовились к ужину, и неожиданно на палатку сходит снежная доска. Они в ужасе пытаются выбраться наружу. Ничего не видно вокруг, страшная метель
и минус 30. Туристы впадают в состояние паники, которое схоже с той, которая была у группы Коровиной. И в этом состоянии они принимают ряд неправильных решений, которые приводят также к фатальным последствиям. Там был триггер, соответственно, снежная доска сошла, да, там лавина. Здесь триггер гибель одного из участников группы. Ну, в этом плане, да, все похоже очень. И условия гибели. То есть там совсем экстремальные температуры были на перевале Дятлова, да, там около минус 30. Здесь в районе плюс 5 тоже переохлаждение. И, условно говоря, если переохлаждение и смерть могла наступить при 5 градусах тепла, то при минус 30 естественным образом. Тем более, конечно. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы очень продолжительный период времени ждали этот проект и досмотрели его до конца. Мне очень Обязательно круто. посмотрите нашу поездку на перевал Дятлова, которую мы снимали 5 лет назад. И сделайте свои выводы, что же там произошло на самом деле. Есть две версии. Первая версия — это вот официальная, а вторая версия, знаете, вообще того не стоит. Поэтому я придерживаюсь... Да. Спасибо за просмотр.